Требуется крючок номер 5, маркеры, ножницы, а также пряжа. У меня остатки пряжи от прошлых проектов. Это полиэфирный шнур карамель. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя необходимых материалов и инструментов вместе со своим промокодом на скидку я оставляю в описании под этим роликом. Итак, приступим к работе. Я создаю кольцо, в которое необходимо провязать 8 столбиков без накида. Оборачиваю нить вокруг 3 пальцев ладони, вставляю крючок и подхватываю рабочую нить, провязывая первый столбик. Готово. Далее еще 7. В общей сложности 8 столбиков в кольцо мне необходимо провязать. 3, 4 и так далее. Складываю столбики четко пополам и туго-туго стягиваю кольцо. Буду делать соединение ряда. Из ряда в ряд оно будет одинаковым. Вытягиваю последнюю нить на крючке немножко больше обычного. Вставляю крючок в первую кромочную косу ряда. Увожу эту петлю туда. Выворачиваю свое кольцо, вставляю крючок в соединение рядов, вот перемычка, и одновременно в петлю, которую увела наизнанку. Подхватываю рабочую нить и вывожу первый столбик второго ряда. Готово. Далее нить начала опускаю в полотно. В этом ряду я буду вязать добавление, формируя 4 угла донышка моей корзины. Итак, первый столбик он одиночный, начало ряда. В следующую кромочную петлю за обе дужки я провязываю сразу 3 столбика без накида. Второй и сюда же в эту точку 3. Готово. Далее 1 в одну точку. И в следующую снова 3 столбика в одну точку. Образую 2 добавления и следующий угол моего донышка. Далее 1 столбик в одну точку. И следующий снова образует угол, провязываю 3 столбика в одну точку. Так у меня образовалось уже 3 угла. И следующий столбик одиночный. И снова 4-й последний угол. 3 столбика в одну точку. Готово. Здесь точно такое же соединение ряда. Вытягиваю нить больше обычного, вставляю в первую кромочную косу, не путаю со столбиком, увожу наизнанку. Здесь вставляю в перемычку соединение рядов и в уведенную наизнанку петлю. Можно немного подтянуть. Вывожу первый столбик следующего ряда. Готово. Итак, далее я буду вязать добавления на углах. Сейчас я для удобства их маркирую. По полотну их хорошо видно. Это расстояние между первым и вторым столбиком, провязанных в одну точку. Из ряда в ряд каждый раз в этом месте я буду провязывать 3 столбика. Итак, следующий столбик одиночный за обе дужки кромочной косы. Далее маркированный. Вот расстояние между первым и вторым столбиком тройного добавления прошлого ряда. Сюда же провязываю снова 3 столбика. Готово.
Далее до следующей маркированной точки, где снова провязываю добавление. И так до конца ряда, где делаю соединение. Еще раз подробно покажу и расскажу соединение рядов. Вытягиваю нить, вставляю крючок в первую кромочную косу, увожу нить на изнанку, после чего вставляю крючок в соединение рядов и в петлю, которую увела на изнанку, формирую первый столбик следующего ряда. Готово. Далее для удобства маркирую, или расстояние для провязывания добавлений и так хорошо видны. Это расстояние между первым и вторым добавлением прошлого ряда. Вот 3 столбика, между первым и вторым столбиком я вяжу снова 3 столбика в одну точку в каждом ряду. Таким образом у меня формируется квадрат с ровными сторонами и углами. Так вяжу ряд за рядом необходимое количество рядов для желаемого размера квадрата, донышка моей корзины. У меня провязано 5 полных рядов квадрата. Это порядка 10,5 сантиметров. И сейчас я перехожу к вязанию стенок, но для четкого угла грани корзины я делаю следующее. Провязываю до момента формирования угла. Здесь у меня 2 кромочные косы. Расстояние между первым и вторым столбиком из 3 провязанных в одну точку в прошлом ряду и расстояние между вторым и третьим. Вот эти 2 кромочные косы я провязываю следующим образом. Вытягиваю первый, не провязывая, второй столбик, оставляю второй, провязываю первый, возвращаюсь ко второму, провязываю его. Формируется четкая грань угла. Продолжаю вязание до следующего угла, где проделываю то же самое по всему периметру квадрата. Выворачиваю изделие нужной стороной. Такое четкое квадратное дно у меня получилось с четкими углами и гранями. Теперь я продолжаю вязать без добавлений и убавлений. В одну петлю провязываю 1 столбик. На углах вяжу точно так же. Не меняю местами провязывание столбиков, а просто формирую ровные стенки. Ряд за рядом на необходимую глубину до момента образования отворота. Я провязала 7 полных рядов без добавлений. Это порядка 7 сантиметров в глубину. И сейчас я буду вязать на углах добавление для формирования отворота. Мне нужно наметить петли, в которые необходимо добавить. В каждые 2 петли подряд на углу буду вязать добавление. Я обозначаю углы визуальные. Обратите внимание, узор сдвигается, поэтому от основания я выйду немного вправо. Нет смысла подниматься от угла по столбику. Таким образом я маркирую петли и проверяю расстояние между маркерами в количестве петель. Оно должно быть одинаковым. Углы намечены. Далее я продолжаю вязать столбики. И на моменте маркера вытаскиваю маркер, провязываю в одну точку 2 столбика. 1 раз. И следом второй раз в одну точку 2 столбика. Добавляю по 2 столбика на каждом углу подряд и вяжу далее. Далее до следующего угла, где проделываю то же самое. Так по кругу и соединяю ряд.
Далее продолжаю вязать без добавлений и убавлений еще 3 ряда. Объем корзины увеличился, но он необходим нам для красивого и гармоничного отворота по краю. Третий ряд довязан. Я отрезаю нить с небольшим запасом, для того, чтобы ее можно было спрятать в глубину корзины. Если у вас полиэфирный шнур, обязательно опаливаю край. Далее вынимаю крючок и делаю незаметное соединение рядов. Вставляю крючок в кромочную косу с изнанки на лицо и увожу край нити туда. Далее сразу можно вставить нить в иглу, после чего спрятать. Итак, имитирую соединение, ввожу иглу в исходную петлю и провожу по внутренней части корзины, максимально пряча ее внутрь полотна, для того, чтобы ее было не видно по отвороту. Все готово. Теперь нахожу ряд, где у меня были добавления. Вот он. И сейчас мне нужно сделать загиб так, чтобы этот ряд был ровно на загибе. Двигаюсь по углам и формирую отворот. Здесь теперь поправляю, расправляю края. Хорошенько равняю. Корзина готова. В идеале отпарить уже готовое изделие и дать высохнуть, особенно если материал изготовления джут. Таким образом можно изготовить целый сет корзин и добавить уюта и функционала в ваш интерьер, наладить хранение в прихожей, ванной, гостиной и на кухне. Для того, чтобы связать разного размера корзинки, идеально подходящие для сбора по принципу матрешки, необходимо навязать разницу у дна всего в 2 ряда. Если у маленькой 5-рядное дно, побольше 7 рядов, далее 9, и по этому принципу можно начать с любой рядности, с шагом в 2 ряда связать корзинки большего размера. По глубине отличаются на 1 ряд, если здесь 7, далее 8, 9, 10 по этому принципу. Ширина отворота одинаковая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!